Самая северная точка Европы. Легендарный мыс Нордкап. Суровый край холода, пронизывающего ветра, бескрайних и почти безжизненных просторов заполярной тундры. Путешествие сюда – незабываемое и при этом одно из самых доступных приключений, которое может позволить себе практически каждый. Однажды в такое путешествие отправился и я. 5500 километров по России, Финляндии и Норвегии. Пешеходные треки в национальных парках Суоми. Сопки, оленей, Санта-Клаус в Лапландии. Ночевки в крошечных домиках и в палатке, вдали от цивилизации. Экстремальный поход по тундре, бирюзовые фьорды и снежные пики Люнгенских Альп в Норвегии. И все это мне повезло увидеть осенью. Двигаясь с юга на север за 10 дней, я лицезрел все ее метаморфозы. Первые желтые листочки сентября, октябрьские краски золотой осени, голые деревья ноября, ослепительное солнце, свинцовые тучи, дождь и ураган. Вот что такое путешествие на Нордкап. Одно из самых доступных и незабываемых приключений, которое может позволить себе практически каждый. Привет, меня зовут Андрей, и вы смотрите канал о путешествиях Andy Lion. В этом большом выпуске я расскажу вам об итогах моей одиночной поездки на машине на Нордкап. Данное видео продолжает серию отчетов о наших поездках. Ранее на канале уже выходил большой обзор автопутешествия по Европе и отчет об отдыхе на острове Родос. В этих обзорах я делюсь полезной информацией, которая может пригодиться вам при планировании ваших собственных путешествий. Где жить, что смотреть, интересные факты о странах, интернет в поездке, маршрут и, конечно же, самое главное, сколько было потрачено денег. Также рекомендую к просмотру видео непосредственно из поездки в формате день за днем. 8 основных серий плюс пара видео по горячим следам. Одно из них было записано за несколько часов до возвращения домой. В нем я делюсь самыми первыми эмоциями и впечатлениями от путешествия. Ссылки на все упомянутые видео и полезные ресурсы в описании. Ну а ссылки на жилье, парковки, достопримечательности и так далее можно найти в описаниях к роликам непосредственно из самого путешествия. Также для вашего удобства в первом комментарии к видео закреплен тайм-код с основными темами выпуска. Задавайте любые вопросы в комментариях, я всегда стараюсь на них отвечать. Итак, поехали! Любое путешествие начинается с подготовки и технического оснащения. Подробно я уже рассказывал о своем арсенале в итоговом обзоре Евротура, поэтому здесь пробегусь вкратце. Мой автомобиль Kia Cerato, бензиновый двигатель 2 литра, 150 лошадей. Перед поездкой прошел ТО, в путешествии машина вела себя штатно. Для навигации много лет использую старый добрый iGo и до сих пор по многим параметрам считаю его лучшим. Мне с ним комфортно, нареканий не вызывает. Может работать офлайн. Для прогулок по городам лучшее навигационное приложение Maps.me. Также может работать офлайн, а еще на его картах можно найти многие хайкинговые маршруты, в отличие от Google Maps. Собственно, для хайкинга я использовал приложение MyTrails. По сути, это GPS-трекер фиксирует и сохраняет все данные вашего маршрута. Координаты, время, скорость, высоту и так далее. Получившиеся треки можно сохранять и скачивать для последующей обработки. Для интернета в этой поездке, как и уже в нескольких предыдущих, я использовал сим-карту Orange с тарифом Mundo. Работает по всей Европе. Тарифы на момент записи видео от 7 гигабайт за 10 евро до 20 гигабайт за 20 евро. Для первого раза нужно купить и саму сим-карту. Это еще порядка 20 евро. Для учета расходов в пути использовал приложение Manify Pro. Не могу сказать, лучше оно или хуже других подобных программ, так как другие не пробовал. В целом меня устраивает. Карты или наличные. В этой поездке не было ни одного места, где бы не принимали карты, поэтому чисто технически можно обойтись только ей. Но часть денег я все равно всегда рекомендую взять наличными. Они могут пригодиться в некоторых частных гостевых домах, где хозяева не принимают карты, для мелких трат вроде туалетов, сувениров и поездок на местном транспорте. На автоматических заправках, об этом я еще расскажу. В странах с собственной валютой, чтобы не терять на разнице курсов. И для оплаты душа в норвежских кемпингах. Мы берем с собой наличных не менее 40-50% от планируемых расходов. По технической информации все.
Кстати, напишите в комментариях, какие программы и приложения в путешествиях используете вы. Что вам в них нравится, почему отдаете им предпочтение. Каким пользуетесь интернетом и навигатором. До самого Нордкапа ведут качественные дороги, так что добраться туда можно на машине любого класса. Если вам интересен именно Нордкап, то проще всего поехать через Мурманск. В этом случае большая часть пути пройдет по России. И это может сэкономить вам до 120-130 евро. Граница на этом маршруте проходит через пункт Борисоглебская. Других попросту нет. Кстати, если вы никогда до этого не путешествовали по русскому северу, Карелии и Кольскому полуострову, то можно разработать самостоятельный маршрут с посещением Соловков, Хибин, Териберки и массы других интересных мест. А Нордкап сделать вишенкой на торте. Несколько лет назад у нас как раз было подобное путешествие, посмотреть можно здесь. Второй вариант – ехать через Финляндию. Это как раз мой случай. По расстоянию выйдет даже чуть меньше, а вот по времени вряд ли. Ибо смысла использовать Финляндию для транзита я не вижу в силу значительного удорожания поездки. Раз уж выбирать такой путь, то лучше выделить время на более подробное знакомство со страной Тысячи озер. Я поехал через Финляндию именно с этой целью – посмотреть, погулять, почувствовать. Да и на нашем севере я уже бывал. Города в Финляндии меня в этой поездке не интересовали, весь фокус был на природе. А для погружения в природу в Финляндии как нельзя лучше подходят многочисленные национальные парки. Именно от них я и отталкивался при построении маршрута. Первый день ушел на дорогу от Москвы до Выборга. Следующие 3 я двигался по Финляндии, каждый день потихоньку продвигаясь на север и гуляя по национальным паркам. На 5-й день добрался до Норвегии и острова Магирёя, где и находится мыс Нордкап. Здесь я провел 2 дня. Чтобы не возвращаться тем же маршрутом и продлить удовольствие от Норвегии, обратно поехал по ее северному побережью. Незадолго до Тромсё свернул на дорогу Северного Сияния. И по ней, через точку, где сходятся границы Норвегии, Швеции и Финляндии, вернулся в Суоми. Затем была еще пара дней в Финляндии с посещением Санта-Клауса и еще одного нацпарка. И на 11-й день я вернулся домой. Итого 5580 километров. Потрачено 429 литров бензина. Средний расход составил 7,7 литров на 100 километров. Почти 1800 километров прошли по дорогам России со стоимостью бензина 53-59 евроцентов за литр 92-го. В Финляндии и Норвегии цены за литр 95-го варьировались от 1,5 до 1,65 евро за литр. Всего на бензин я потратил 506 евро, и это была самая прожорливая статья расходов в поездке. Кстати, о заправках. В Финляндии, особенно на севере, очень много автоматических заправок без кассиров. Оплачивать топливо на них можно как наличными, так и картой. Если платить наличными, нужно помнить, что аппарат сдачи не дает. Поэтому нужно вносить ту сумму, количество топлива на которую точно влезет в ваш бак. Если внесете денег больше, то сдача вам не вернется. Если же оплачивать картой, то в этом случае, даже если вы изначально укажете сумму заправки больше, чем сможет вместить ваш автомобиль, с карты в итоге будет снята только сумма за фактически заправленный объем топлива. Минус оплаты карты: у вас практически гарантированно заблокируют депозит в районе 100 евро, которые могут вернуть быстро, а могут и через пару недель. Все зависит от банка. Чтобы избежать подобных ситуаций, я стараюсь искать заправки с кассы, либо плачу наличными. На обычных заправках некоторые колонки также предназначены только для самостоятельной заправки. Их несложно опознать по надписи что-то вроде «автомат» или даже просто буква «А». На колонке с заправкой через кассу, вероятнее всего, будет написано слово «касса». Процедура заправки на автоматических АЗС следующая. Выбираем язык. Кстати, в юго-восточной Финляндии почти всегда будет предложен и русский. Затем вставляем банкноты или карту. Указываем сумму, на которую хотим заправиться, и номер колонки. После этого заправляемся. Кстати, карту аппарат вам вернет еще до начала заправки. Не нужно этого пугаться и думать, что что-то пошло не так. В Норвегии отличие от автоматических заправках в том, что при оплате картой вам не нужно заранее указывать сумму, на которую вы собираетесь заправиться. Вы сначала заправляетесь, а деньги спишутся по факту. Вообще, путешествие на холодный и не очень дружелюбный север – предприятие на любителя. Поэтому, прежде чем ехать, стоит задуматься, подойдет ли вам такой отдых или нет. На мой взгляд, вот в каких случаях вам, вероятнее всего, это понравится. Если вы любите природу вообще и особенно северную.
Если вас не смущает прохладный и дождливый климат даже в разгар лета. Если вы ищете тишину, спокойствие, уединение и чтобы людей было поменьше. И если вы любите хайкинг. Финляндия и Норвегия для этого подойдут идеально. Мне говорили, зачем ехать в дорогую Финляндию, если все то же самое есть и в России? С одной стороны, да, но есть некоторые отличия. Первое – это возможность добраться на машине куда угодно. Ко всем интересным местам ведут дороги. Второе – доступность дикой природы туристам-непрофессионалам. Десятки национальных парков и заповедников с размеченными маршрутами максимально подготовлены для комфортного туризма. В России такой инфраструктуры практически нет. Третье. И в Финляндии, и в Норвегии, даже в самых, казалось бы, глухих местах блага цивилизации постоянно и незримо присутствуют. Например, мобильная связь 4G есть на территории всей Финляндии, даже в отдаленных лесах и поселках. Ну и сами поселки чистые, аккуратные, без традиционной российской провинциальной депрессухи в виде разрухи, грязи, гопников, алкашей и вредных производств. Кстати, на мой взгляд, это по-своему интересно, атмосферно и совсем не отменяет любви к путешествиям по России. Но если хотите комфортного туризма, то за этим как раз и стоит ехать в Финляндию. В первый день моей задачи было приблизиться к границе из Москвы. Из Москвы нужно было проехать до Выборга. До Питера ехал по платной М11, а сам город на Неве объезжал по западному скоростному диаметру ЗСД. Итого платные дороги по России туда-обратно обошлись мне в 34 евро. Кстати, платные дороги и парковки Норвегии и Финляндии обошлись мне в 0. Платных дорог в Финляндии нет по определению, а в Норвегии они начинаются южнее Лафотенских островов, до которых я не доехал. Когда-то платным был Нордкап-туннель, ведущий с материка на остров Магирёя, но с июня 2012 года он стал бесплатным. Попасть в Финляндию из России на машине можно через 8 пунктов пропуска. Точные координаты каждого из них можно найти, например, в Википедии по запросу «Граница с Финляндией». Наибольший поток через границу проходит в Ленинградской области. Самый южный, самый быстрый, самый большой – Торфяновка-Ваалима. Наиболее удобен для тех, кто направляется в сторону Хельсинки. Пункт Брусничная Нуяма очень популярен для шопинг-туров из Питера. Ближайший город на финской стороне – Лапенранта. Чуть севернее находится переход Светогорск-Иматра. Его минус в том, что часть дороги с российской стороны до сих пор находится на капитальном ремонте. Я проходил границу через Брусничное. Туда российскую сторону прошел за полчаса, финскую за 27 минут. И за эти же 27 минут прошел всю границу на обратном пути. Понравилось, что на финской стороне весь контроль организован в отдельном здании, что-то вроде паспортного контроля в аэропорту. Все очень цивильно и быстро. Раньше я считал, что Финляндия относится к Скандинавии. На самом деле это не так. Скандинавия – это лишь 3 страны – Швеция, Норвегия и Дания. Финны же представляют собой отдельный народ со своим языком, не имеющим ничего общего с классическими скандинавами. Объединяя Скандинавию и Финляндию, правильно употреблять термин «фенноскандия». Сами финны свою страну называют Суоми. Почти 7 веков они жили под властью шведов. Еще около 100 лет входили в состав Российской империи и лишь с 1917 года получили независимость. Сейчас Финляндия занимает 12 место по индексу человеческого развития и уже 3 года подряд является самой счастливой страной мира по версии ООН. Одно из главных достояний Финляндии, конечно же, это ее природа. Густые леса и знаменитый озерный край, скалистые горы, острова и сопки. Четверть территории страны находится за полярным кругом, в Лапландии. Средняя температура зимой от минус 6 на юге до минус 14 на севере, а летом от плюс 14 на севере до плюс 17 на юге. В Финляндии более 190 тысяч озер, и они покрывают 9% ее площади. Еще 60% территории занимают леса, богатые черникой, малиной, брусникой, клюквой и грибами. Фауна тоже богата. Среди прочих здесь водятся росомахи, волки и медведи. Ну и, конечно, куда же без оленей. Мне они также неоднократно встречались. Население Финляндии составляет всего 5,5 миллионов человек. Страна входит в Евросоюз, валюта евро. Цены в Финляндии выше среднеевропейских приблизительно на 20%. Государственные языки – финский и шведский. Особый статус имеет саамский язык. Саамы – это коренной народ, живший на этих землях до прихода финских племен. Сейчас проживает преимущественно в Северной Лапландии. Их численность в Финляндии составляет всего около 10 тысяч человек. Самый крупный город страны – это ее столица Хельсинки, с населением более 1 миллиона человек.
Все остальные города значительно меньше. Во втором по величине Тампере живет всего около 300 тысяч человек. В год Финляндию посещает 6-7 миллионов туристов. Большинство из России, Швеции и Германии. Самый популярный туризм – городской, затем лыжный и зимний, в частности новогодний. А вот на третьем месте экологический туризм, которым я и занимался. Все страны Северной Европы отличают высочайший уровень безопасности. Преступность очень низкая. Кругом повсеместное доверие, в домах и машинах часто не закрывают двери. В кемпингах туристам тоже доверяют практически на 100%. Вы можете приехать поздно вечером, и вам оставят ключи от домика, даже если еще не успели принять от вас оплату. В Финляндии, как и в Швеции с Норвегией, провозглашено право каждого человека на природу. Это означает, что вся территория страны, даже частная, доступна туристам для походов, сбора ягод и грибов, а также для 1-2 ночевок в палатке. Правда, разведение костров допускается только с разрешения владельца земли. Но готовить на газовой горелке можно везде. Ну и еще 7 любопытных фактов о Финляндии. По данным ООН, в Финляндии самая чистая вода в мире, поэтому ее можно смело пить из-под крана. Финны пьют кофе больше всех в мире, до 14 килограммов на человека в год, что в 2 раза больше, чем в Италии. У многих финнов в домах и даже в квартирах есть личные сауны. Всего их в стране более 2 миллионов, больше, чем автомобилей. Территория страны ежегодно увеличивается на 7 квадратных километров. Это происходит за счет подъема полуострова из вод, в которые во время ледникового периода просела земля под тяжестью льда толщиной до 3 километров. Санта-Клаус имеет резиденцию в Рованиеме, а вот традиционный финский Дед Мороз Йоулупукки живет на сопке Корватунтури, практически на границе с Россией. Дословный перевод слова «йоулупукки» – «рождественский козел», что соответствует традиционным образом скандинавской мифологии. Знаменитая игра Angry Birds была создана именно в Финляндии. Свободный доступ в интернет является официальным правом каждого гражданина. Житель самого отдаленного района страны может потребовать обеспечить ему доступ в интернет за счет государства. Как я уже сказал, мое пребывание в Финляндии попало в графу экологического туризма. Формально я побывал в нескольких городах, например, в Лапенранте, но лишь проездом. Основное же время провел в дороге и на природе. Из традиционных достопримечательностей я посетил центр Сиида в Инаре. Здесь находится музей самского быта под открытым небом, где рассказывается о жизни самов много сотен лет назад. Здесь же находится музей естествознания, совсем не скучно и весьма наглядно рассказывающий о природе Лапландии. Вообще Лапландия понравилась мне в Финляндии больше всего. Природа здесь уже истинно северная. Именно в Лапландии водится больше всего оленей в Финляндии. А еще здесь очень мало людей, всего 2 человека на квадратный километр. Для тех, кто ищет уединения, это отличное место. Тихо, спокойно, нетронутая и дикая природа. Конечно же, Лапландия ассоциируется у многих именно с зимой, снегом и Санта-Клаусом. И хотя я оказался здесь осенью, тем не менее заехал к седовласому деду в его официальную деревню в Рованиеме. Мне даже удалось попасть к нему на прием. Благо посетителей он принимает круглый год. Правда, самим туристам снимать встречу с Сантой нельзя. Зато на выходе вам предлагают купить видео или фото за 30-40 евро. Либо позднее за те же деньги скачать с сайта. Ну, а сама деревня, если честно, особого впечатления не произвела. Место рядом с трассой не особо живописное. И куча магазинов с бесполезными и дорогущими товарами. Неподалеку еще есть Санта-парк в виде волшебной пещеры эльфов. Тут тоже можно пообщаться с Сантой, а еще проводятся представления и мастер-классы для детишек. Поэтому детей однозначно лучше сразу везти сюда. Правда, работает парк лишь несколько месяцев в году, в период высоких сезонов. Ну а главными объектами моего интереса в Суоме были не музеи, не города, а природные красоты. И тут я должен сказать, что для таких как я, Финляндия – настоящий рай. Сегодня туристам доступны расположенные по всей стране 40 национальных парков, 7 туристических рекреационных зон, 12 заповедных территорий дикой природы и 17 строго охраняемых заповедников. Наиболее популярны национальные парки. Это не просто природоохранные территории, но и сотни маршрутов с ухоженными тропами и оборудованными местами для привалов и ночлега. Посещение парков абсолютно бесплатно.
В большинстве из них есть визит-центры, где можно также бесплатно получить подробные карты, инструкции, советы и рекомендации по маршруту. Сами маршруты очень разнообразны как по сложности, так и по длительности. От небольших прогулок на час-два до многодневных походов. Тропы снабжены качественной разметкой, указателями, лестницами на крутых подъемах и дощатыми настилами на болотах. Не нужно быть крутым туристом, чтобы сходить в небольшой поход в таком парке. При этом вы на 100% будете ощущать себя в условиях первозданной природы. Это очень удобно и комфортно для неискушенных туристов вроде меня. Ну а более подготовленные могут отправиться в зоны дикой природы, где вмешательство человека сведено к минимуму. Здесь в основном лишь направления и очень редкие избушки для возможности сделать передышку на многокилометровых треках. Очень удобно, что вся информация о парках, маршрутах, видах активного отдыха и прочем есть на специальном сайте. Ссылку найдете в описании. За эту поездку я посетил 6 национальных парков и природных территорий. Первым посетил парк Колли, основанный в 1991 году. Его площадь 32 квадратных километра. Ландшафты здесь очень напоминают нашу Карелию. Собственно, и расположен он в регионе с названием Северная Карелия. Места здесь очень красивые. Тропы проходят по скалистым сопкам высотой до 350 метров с отличными панорамными видами на озеро Пиелинен, одно из 5 крупнейших в Финляндии. Дополнительный плюс – из-за близости к России вся информация дублируется на русском языке. В первый более-менее существенный трек я сходил в парке Оуланка. Он находится в провинциях Северная Остроботния и Лапландия. Площадь 270 квадратных километров, создан в 1956 году. Назван по имени бурной реки Оуланка, протекающей по его территории. Часть русла реки проходит по одноименному каньону с крутыми скалистыми склонами, и именно здесь я и побывал. Помимо обычных лесов, здесь много речных порогов, нетронутые сосновые боры, огромные болота на севере. Среди обитателей медведи, лоси, олени, рыси и росомахи. В парке пролегает самый известный финский пешеходный маршрут Кархункиерос длиной 80 километров. Переводится как «медвежья тропа». Считается, что каждый уважающий себя финн должен хотя бы раз в жизни пройти этот путь. Что касается медведей, то их нападение на человека в Финляндии крайне маловероятно, так как они сами, почуяв человека, стараются избежать с ним встречи. Однако рекомендуется, особенно если вы идете по лесу один, постоянно совершать какой-нибудь шум, громко петь или разговаривать, в общем, давать знать хищнику о своем присутствии. Инари – крупнейшая община Лапландии. Здесь находится туристическая рекреационная зона, в которой есть несколько небольших пешеходных маршрутов. Типичный ландшафт этих мест – сопки, низкорослые леса, болота, реки и озера, среди которых третье по величине в Финляндии озеро Инаrijärvi. Здесь я сходил на сопку Отсама высотой 419 метров. Трек несложный и занимает немного времени, но довольно живописный. А так как эта сопка самая высокая на много километров вокруг, то с нее открываются отличные панорамные виды на округу. В самом поселке Инари, кстати, находится Самский музей Сиида, который я упомянул уже немного раньше. А на самом севере, буквально за 10 километров до границы с Норвегией, прямо рядом с трассой, находится парковка, от которой начинается 63-километровый маршрут по строго охраняемому заповеднику Кева. Большая территория, 712 квадратных километров, практически абсолютно дикой природы. Маршрут по Кева как раз для более опытных туристов. Хотя тропа здесь и протоптана, но путь непростой и местами даже опасный. В частности, на пути нужно вброд пересечь 7 рек. Заповедник известен большим разнообразием ландшафтов, и в частности главной его достопримечательностью является каньон Керавиоки протяженностью 40 километров с глубиной до 80 метров. Я заглянул сюда буквально одним глазком, прогулявшись только по начальному участку пути до небольшой смотровой площадки. Но на будущее отметил себе этот трек в надежде когда-нибудь его пройти. Уже на обратном пути, в последний день моего пребывания в Финляндии, я посетил еще один нацпарк Репавеси. Он расположен ближе к Южной Финляндии, основан в 2003 году и занимает площадь всего 15 квадратных километров. Символом парка является лиса, в переводе репа. Природа парка классическая финская, опять же похожа на наши карельские леса. Помимо этого,
Места эти известны скалами, подвесными мостами и обзорными вышками. На одной из таких я и сходил, насладившись прекрасными видами лесов и озер. Ну и, наконец, еще один национальный парк, в котором я побывал, это парк Леменjoki. Расположен в Лапландии, неподалеку от Инари, и, занимая площадь 2850 квадратных километров, является самым большим в Финляндии и одним из крупнейших в Европе. В парке 60 километров пешеходных троп. В небольших масштабах ведется золотодобыча. Ландшафт холмисто-равнинный, есть водопад и завораживающие бурлящие речные пороги Янискоски, посмотреть на которые я тоже заехал. В этом парке я не ходил ни в какие треки. Моей целью была лишь ночевка после похода на сопку Отсама. Ночевал я в кемпинге Леменjoen Лума. Он привлек меня своей удаленностью от цивилизации и, главное, ценой всего в 31,5 евро. Пришла пора рассказать, где и как я жил в этой поездке. Моя задача была максимально сэкономить. По сути, мне нужна была лишь крыша над головой и возможность зарядить все мои камеры и дрон. Самое дешевое жилье у меня было в России. На пути туда очень бюджетная гостиница «Шельф» в Выборге всего за 1100 рублей. За двухместный номер с санузлом на этаже и без завтрака. На пути обратно гостиница «Репинская» на берегу Финского залива. Красивые места, неплохой номер, шведский стол на завтрак, но в целом сервис на троечку. Обошлась мне она около 21 евро. В Финляндии у меня были ночевки в 3 кемпингах, где я снимал домики, так называемые cabins. Все приблизительно по одной цене, от 31,5 евро в парке Леменjoki в слегка поизносившемся, плохо обогреваемом домике, до 36 евро за ночь в кемпинге Ристиярви, который мне очень понравился, несмотря на очень маленький, но уютный домик. В кемпингах почти всегда есть кухня, как правило, в общем помещении. В домиках еще бывают микроволновка и плитка точнее. Санузел обычно располагается в отдельном здании. Еще нюанс. Одноместных домиков практически не бывает. Все, в которых я останавливался, были минимум на двоих, поэтому вдвоем путешествовать выгоднее. Один раз я остановился в гостевом доме у русскоязычной хозяйки в Каяне за те же 35 евро. Скромный номер, душ, туалет общий, но для ночевки сгодится. И самое шикарное размещение поездки было в апартаментах Ровaniemi, тоже у русскоязычного хозяина, за те же 35 евро. Тут могли разместиться до 4 человек. Есть 2 туалета, камин, отдельная спальня, студия с кухней и сауна прямо в апартаментах. Но подозреваю, что такая низкая цена была обусловлена низким сезоном. Думаю, что на Новый год цены тут наоборот зашкаливают. В Норвегии у меня было 3 ночи. 2 из них я провел в Нордкап кемпинге неподалеку от городка Хонингсвок по цене около 75 евро за ночь. И это был едва ли не самый дешевый вариант. Пришлось раскошелиться, но кемпинг очень понравился, как и сам домик. Большой, теплый, рассчитан на 3 человек. А еще одну ночь я провел совершенно бесплатно в палатке. Таких ночей, в принципе, можно было провести и больше. И даже без палатки, просто в машине. Здесь есть хороший потенциал для экономии. Например, можно чередовать ночевку в палатке или машине с ночевкой в домике. В итоге за 10 ночей в помещении я потратил 360 евро. Это в среднем 36 евро за ночь или чуть менее 33 евро, если посчитать и ночевку в палатке. Про дороги. В Норвегии и Финляндии платных дорог на моем пути не было. Двухполосные магистрали с разрешенной скоростью 120 км в час мне попадались лишь в южной и юго-восточной Финляндии. На севере дороги только по одной полосе в каждую сторону. Если говорить про качество, то финнам я бы поставил 4 с небольшим минусом. Капитальный ремонт построенных когда-то на совесть дорог происходит редко, поэтому они изнашиваются. Например, на международной трассе Е63 есть и колейность, и неровности, и куча заплаток. А участок от Килписjärvi вдоль шведской границы вообще по качеству откровенно на троечку. Я ехал здесь в сумерках и сильный дождь, и машина постоянно попадала на аквапланирование. Ехать было очень некомфортно. При этом в целом на асфальтированных дорогах ям нет, то есть без колес вы точно не останетесь. К отдаленным достопримечательностям, например, в каньон Ооланка или к парковке у начала трека на сопку Отсама, ведут грунтовые дороги. Они почти гарантированно проходимы даже для малолитражек, но их качество иногда оказывается не ахти.
Здесь уже могут попадаться вполне приличные и многочисленные ямы, но таких дорог немного. В Норвегии на моем маршруте были только однополосные дороги. По сравнению с Финляндией их качество я оцениваю выше, на 4 с плюсом. Даже самая северная Е69 очень ровная и комфортная для езды, несмотря на то, что норвежские дороги заметно уже финских. В общем, и в Финляндии, и в Северной Норвегии дороги неплохие, но до идеального качества швейцарских дорог, которые для меня пока что являются эталоном, они не дотягивают, особенно финские. Ну и стоит еще сказать, что дорожный трафик на севере очень низкий, что само по себе также заметно повышает комфортность вождения. Вообще же, самая главная опасность на северных дорогах Финляндии и Норвегии – это не ямы, а олени и лоси. В одной только Суоме в год фиксируется около 4000 ДТП с этими животными. Я сам регулярно, начиная с Лапландии, встречал оленей, которые по-хозяйски и не спеша гуляли прямо по проезжей части. Нужно постоянно внимательно следить за дорогой, тщательно просматривать обочину, а ночью обязательно включать дальний свет. Вкратце о правилах дорожного движения. В Финляндии в населенных пунктах разрешенная скорость 50 км в час. За городом 80, и в летний сезон на многих дорогах поднимают до 100 км в час. На автомагистралях 120 и зимой 100. Камеры чаще встречаются ближе к югу, а на севере их очень мало. Нештрафуемых превышений скорости нет, минимальное наказание 40 евро. При превышении на 20 км в час и выше штраф рассчитывается в зависимости от ваших доходов и вплоть до лишения прав. Ближний свет обязателен, алкоголь допустим до 0,5 промилле. В Норвегии по скорости и свету все то же самое, только на автомагистралях ограничение 100 км в час и на некоторых участках до 110. Превышение до 5 км в час карается штрафом в 70 евро и далее по быстро растущей шкале. Превышение в населенном пункте от 26 км в час приводит к лишению прав. С алкоголем строже, чем в Финляндии, допустимый уровень в крови только до 0,2 промилле. Что касается зимней резины, в отличие от остальной Европы, и в Финляндии, и в Норвегии зимой разрешено использование шипов. В Финляндии с ноября по март, в Норвегии с ноября и до первого воскресенья после Пасхи. А в регионе Тромс и Финмарк, где находится Нордкап, с 15 октября по 1 мая. На любой другой зимней нешипованной резине можно ездить круглый год. В Финляндии зимой дороги не чистятся от ледяной корки и не обрабатываются реагентами. Их лишь посыпают гранитной крошкой и иногда солью. Поэтому зимняя резина обязательна. А в Норвегии обязательное использование зимней резины необходимо только автомобилям с массой более 3,5 тонн. Но если вы зимой передвигаетесь на любой не шипованной резине, то необходимо иметь цепи противоскольжения. Я ездил на летней резине, так как дело происходило во второй половине сентября. В это время в Южной Финляндии погода вполне комфортная, еще достаточно солнца, температура днем до плюс 15. Заметные изменения произошли уже в Лапландии. И ландшафт изменился, и деревья пожелтели. Температура днем уже не превышала 8-10 градусов, а ночью опускалась до нуля. В целом это напоминало московский октябрь. А вот в общине Уцьёки, недалеко от границы с Норвегией, резко наступил ноябрь. В основном это ощущалось по голым деревьям, так как по температуре ничего особо не поменялось. В Норвегии же ощущается влияние Гольфстрима. Даже на Нордкапе температура оставалась днем на уровне плюс 7-8 градусов и ночью опускалась до плюс 3-5. Самым неприятным здесь были сильный ветер и частые осадки. А ближе к северо-западу я вообще застал бабье лето с солнцем и температурой до плюс 16. Вообще для своего путешествия я целенаправленно выбрал вторую половину сентября, чтобы застать золотую осень. В Финляндии для нее есть даже специальное название «руска». В дословном переводе «осенние краски». Природа севера особенно прекрасна в это время года. Правда, самая красивая золотая осень досталась мне именно в Норвегии, но и в Финляндии было неплохо. Еще один фактор в плюс поездки осенью – низкий сезон. Ниже цены на жилье, меньше людей. Хотя нужно учитывать, что многие кемпинги с октября и до зимы закрываются. Лето тоже популярное время для поездок в Финляндию и особенно в Норвегию, где максимальное количество туристов приезжает именно летом. Но более высокий сезон ожидаемо ведет к росту цен, возможным проблемам с поиском подходящего жилья. Еще имейте в виду, что июль и август в этих странах едва ли не самые дождливые месяцы в году.
А в Финляндии пик туризма приходится на зиму. В первую очередь популярна именно Лапландия с ее снежными сугробами, Санта-Клаусом, оленями и собаками хаски. А еще в стране работают около 75 горнолыжных курортов, самые высокие из которых, кстати, также находятся в Лапландии. Нордкап же одинаково хорош и популярен почти круглый год. Летом здесь наслаждаются полярным днем и незаходящим солнцем, а зимой погружаются в суровую арктическую зиму, хотя и сильно смягченную Гольфстримом. Как показал мой опыт, даже в конце сентября Нордкап посещает очень много туристов, поэтому с уединением могут быть проблемы. Но ночью или на рассвете шансы оказаться наедине с легендарным мысом все еще остаются высокими. Итак, 19 сентября, на пятый день своего путешествия, я наконец-то въехал в Норвегию. Эта страна, по всеобщему признанию, является одной из самых красивейших в мире. Обычно Норвегия ассоциируется с фьордами, горами и троллями. Наверняка вы слышали такие названия, как Гейрангерфьорд, Прикистулин, Язык тролля, Лофотены. Все это классическая Норвегия. Моя Норвегия в этой поездке довольно сильно отличалась от классики. Сам Нордкап и остров Магерёй, на котором он находится, это суровая безжизненная арктическая тундра. А северное побережье, по которому я прокатился, не изобилует популярными достопримечательностями, хотя пейзажи здесь тоже довольно симпатичные. Название страны на древнескандинавском «Норревек» переводится как «Северный путь». Население 5,4 миллиона человек. По индексу человеческого развития страна на протяжении уже 10 лет подряд занимает первое место в мире. Норвегия не входит в ЕС, но входит в Шенген. Валюта своя – норвежские кроны. Географически представляет собой огромное Нагорье, средняя высота 490 метров над уровнем моря. Норвежские горы сами по себе не очень высокие. Самая высокая гора Галхёпиген имеет высоту всего 2469 метров над уровнем моря. Первые поселения возникли 9-10 тысяч лет назад как раз в регионе Финмарк, в котором и находится Нордкап. Предки современных норвежцев принадлежали к отдельному скандинавскому племени, родственному датчанам и англам. Официальную независимость королевство Норвегии получило лишь в 1907 году. Благосостояние Норвегии во многом обеспечивается нефтегазовой отраслью. Она дает более 30% всех доходов в бюджет. С целью обеспечить высокий уровень жизни после неминуемого истощения запасов нефти, в 1990 году был создан Норвежский нефтяной фонд, размер которого на сегодня превышает 1 триллион долларов. В Норвегию каждый год приезжают сотни тысяч туристов. Страна имеет отлично подготовленную для туризма инфраструктуру. Качественные дороги, сотни культурных и природных достопримечательностей, раскинутых по всей стране. Также в Норвегии очень развита система кемпингов самого разного уровня, позволяющая значительно экономить на проживании в одной из самых дорогих стран Европы. Ну и еще 8 интересных фактов о Норвегии. Почти весь добываемый газ и нефть идут на экспорт. Сама страна обеспечивает себя за счет гидроэнергетики. Все государственные университеты Норвегии абсолютно бесплатны. В том числе благодаря этому высшее образование в стране имеет более трети всех жителей. Алкоголь крепче пива можно приобретать только в специальных государственных магазинах. Называются они Винмонополет. И стоит он здесь очень дорого. С 1971 года максимальный срок заключения в тюрьму не может превышать 21 года. Пожизненных сроков и тем более смертных казней тут нет совсем. Каждый норвежец обязан оплатить лицензию на телевизор, которая составляет $320 в год. Если одномоментно разделить накопление норвежского нефтяного фонда между всеми жителями, то на каждого человека придется почти что $200 тысяч. Средняя зарплата в Норвегии после вычета налогов составляет почти 3500 евро. При этом цены выше среднеевропейских в среднем на 50%. Из-за высоких цен в Норвегии и Финляндии в целях экономии в своей поездке я находился полностью на автономном питании. Еще в Москве я закупился различными супами типа доширак, кашами, крупами и рыбными консервами из расчета на 10 дней. Это обошлось мне в 58 евро. Непосредственно в Финляндии и Норвегии я потратил на продукты еще 55,5 евро. Это была вода, продукты на завтрак, различные снеки и шоколадки в дорогу. Итого на питание я потратил всего 113,5 евро. В среднем немногим более 10 евро в день.
Вернусь к путешествию. На Нордкапе я провел 2 дня. За это время посетил и сам мыс, и сходил в поход на действительно самую северную точку острова, мыс Кнившельоден, куда можно попасть только пешком, пройдя 9 километров в одну сторону и потом столько же обратно. Этот мыс вытянут на 1,5 километра дальше на север, чем Нордкап. К тому же Нордкап находится на острове, а реально самая северная точка материковой Европы находится на мысе Нордкин, еще более труднодоступном, чем Кнившельоден, тоже в Норвегии, кстати. Но если все же учитывать острова, то гораздо севернее острова Магерёй расположены архипелаги Земля Франца Иосифа, Новая Земля и Шпицберген, также относящиеся к Европе. Поэтому и с этой точки зрения Нордкап не самая северная точка Европы. Но именно Нордкап прославился на весь мир. Прежде всего из-за своей доступности и удачного месторасположения. Ровное плато на высокой, резко обрывающейся в море скале. И именно Нордкап, а никакой не Нордкин, овеян легендами. Имеет культовое значение, а попасть сюда считалось за подвиг еще в 17 веке. И именно на Нордкап приезжало несколько монарших особ. И все же, стоит ли мыс Нордкап отдельной поездки? С точки зрения природы пейзажи довольно скудные. Любителям севера, конечно же, понравится. Но по факту смотреть здесь особо нечего. Хотя с воздуха виды мыса получаются довольно драматичными. На мысе находится знаменитый глобус и Нордкап-холл. В последнем расположены небольшой музей, самая северная в мире экуменическая часовня, пещера света, панорамный кинотеатр, ну и, конечно же, магазины и ресторан с заоблачными ценами. Все это удовольствие, включая парковку и возможность многократного посещения мыса в течение 24 часов, стоило мне на момент поездки 275 норвежских крон. Это около 25 евро. В 2020 году цену разделили. Отдельно парковка за 200 крон для авто и 100 для мотоциклов, и отдельно Нордкап-холл за 250 крон. Однако посещение Нордкапа бесплатно для тех, кто приходит пешком или приезжает на велосипедах и других немоторизованных транспортных средствах. Правда, из описания на сайте не очень понятно, является ли бесплатным в этом случае посещение Нордкап-холла. Если вы знаете, то напишите в комментариях. Мое мнение таково. Конечно же, посетить Нордкап и интересно, и символично. При любом раскладе этот мыс остается одной из самых знаковых целей для путешественников. Но я бы не стал планировать поездку только ради Нордкапа. Проехать несколько тысяч километров туда и обратно лишь ради того, чтобы побывать здесь, не очень практично. Лично я считаю, что Нордкап стоит посетить и, может быть, даже спланировать его как главную цель, но саму поездку желательно совместить с посещением по пути и других интересных мест и достопримечательностей. Ну, а я после Нордкапа решил не возвращаться сразу в Финляндию, а еще один день побыть в Норвегии и прокатиться вдоль северного побережья. Покинув остров, я переночевал в палатке под городом Альта и далее двигался вдоль фьордов почти до города Тромсё. За один день застал и ненастье, и бабье лето, и красивые фьорды, и снежные вершины Люнгенских Альп. Виды были потрясающие. Как бы я ни нахваливал Финляндию, но норвежские ландшафты вне конкуренции. Затем я вернулся в Финляндию по дороге северных сияний, переночевал в Ровaniemi, посетил деревню Санта-Клауса, совершил финальный хайкинг в национальном парке Реповеси и в ночь с 24 на 25 сентября вернулся в Россию. Еще через сутки я уже был дома в Москве. Ну что ж, осталось подвести финансовые итоги. Ранее в этом ролике я уже подробно рассказал о расходах на бензин, проживание и питание. Повторю здесь вкратце. Больше всего было потрачено на бензин. 506 евро на 429 литров и 5580 километров со средним расходом 7,7 литра на 100 километров. Радикально сэкономить на бензине можно, поехав через Мурманск. И туда, и обратно. Если еще взять канистру и максимально заправиться перед границей с Норвегией, то есть потенциал для экономии 120-130 евро. На втором месте расходы на жилье. 10 ночей я ночевал в максимально бюджетных кемпингах, гостиницах, апартаментах и гостевом доме, а один раз бесплатно переночевал в палатке. Итого потратил 360 евро. С учетом палатки средняя ночь обошлась мне около 33 евро. С целью еще большей экономии можно спланировать поездку так, чтобы останавливаться в тех же кемпингах через день, а то и реже. А остальное время спать либо в палатке, либо в машине. Благо и в Финляндии, и в Норвегии это разрешено.
Пропитание лишило меня еще около 114 евро, в среднем около 10 евро в день. В основном я вез продукты из дома, кое-что по мелочи докупал в поездке. Сэкономить еще больше объективно сложно. Хотя нет пределов совершенству. Парковки и дороги в Норвегии и Финляндии обошлись мне в ноль. А 34 евро, которые я отдал за платные дороги, пришлись на трассу М11 от Москвы до Питера и за несколько участков западного скоростного диаметра в объезд Санкт-Петербурга. На них тоже можно сэкономить, тем более, что сейчас этот же путь у вас выйдет минимум 40 евро, а скорее даже и больше. Расходы на какой-либо местный транспорт у меня также составили жирный и приятный ноль. По документам. Виза у меня была еще действительно от предыдущих поездок. Медстраховка на 10 дней обошлась в 11 евро и зеленая карта на 15 дней в 30 евро. Итого 41 евро. На связь я потратил 35 евро. 20 евро за сим-карту Orange Mundo и 15 евро за 9 гигабайт интернета, который, кстати, так весь и не израсходовал. Большой расход у меня пришелся на экскурсии и сувениры. Из достопримечательностей дороже всего мне обошелся Нордкап – 30 евро. Еще 10 евро потратил на музей Сиида. Остальное потратил на сувениры. В сумме вышло 231 евро. В целях экономии от этой статьи расходов, как вы понимаете, можно вообще полностью отказаться без особого ущерба путешествию. Ну и, наконец, еще 47 евро я потратил на то, что отношу к категории прочих расходов. Это аптечка в дорогу, duty-free и мелочи для машины. Вот, собственно, и все расходы. Давайте сведем их воедино. Документы – 41 евро, бензин – 506, проживание – 360, питание – 114 евро. Парковки и транспорт по нулям. Платные дороги 34 евро. Связь и интернет 35. Сувениры и экскурсии 231 евро. И все прочее еще 47 евро. Итого 1369 евро на 11 полных дней, что в среднем составляет 124 евро в день. Если применить все возможности радикальной экономии, о которых я говорил выше, и ехать через Мурманск, то можно уложиться в 820 евро в сумме, или около 75 евро в сутки. В целом, я считаю, что реальный вариант насыщенного и в меру комфортного путешествия укладывается где-то в 1000-1100 евро, причем как на одного, так и на двоих. Напоследок, блиц по вашим вопросам и паре моментов, которые я еще не сказал. Самый популярный вопрос за все годы существования канала – каким я пользуюсь видеорегистратором? Отвечаю, у меня Datacam G9 Max. Сразу же скажу, что в продаже его уже давно нет. Мне удалось увидеть северное сияние в ночь с 21 на 22 сентября, когда я ночевал в палатке под Альтой. Но на камеру снять его, к сожалению, не получилось. Вообще наблюдать за сиянием можно с конца сентября и по март. И лучшее время для этого именно осенью и весной, а не зимой, как считается. Вы спрашивали, не скучно ли мне было одному? Нет, скучно не было вообще. Во-первых, на это просто не было времени, а во-вторых, я люблю побыть в одиночестве. Были страхи, так как в подобное путешествие я впервые поехал один. Но в итоге все прошло прекрасно, и если так сложится, я с удовольствием поеду в сольную поездку еще раз. Напишите в комментариях, а вы бы хотели поехать в путешествие в одиночку? Обычно я планирую путешествие от и до. В этой поездке часть маршрута сознательно не планировал ради эксперимента. По итогу для себя сделал такой вывод. В путешествиях, ограниченных сроками, планирование необходимо обязательно, иначе кучу драгоценного времени приходится терять на поиск жилья и что посмотреть по дороге. Если же время ничем не ограничено, то да, это отличный вариант и настоящее приключение, когда утром не знаешь, где окажешься вечером. Поделитесь в комментах, планируете ли вы свои поездки и как тщательно. И, наконец, что мне понравилось и впечатлило в этой поездке больше всего. Вы знаете, мне понравилось все без исключения путешествия, поэтому выбор непростой. Но все же в топ-3 я бы включил национальный парк Коли из-за очень красивых видов. Еще хайкинг на сопку Отсама, тоже очень красивый и атмосферный трек. Такая типичная классическая Лапландия. И, пожалуй, выделю еще проезд по северному побережью Норвегии. Это, безусловно, был абсолютный топ по красоте, по переменчивости природы и погоды, по горным пейзажам и фьордам. Ну, а с точки зрения впечатлений, вне всякой конкуренции, гран-при я отдаю своему походу на мыс Кнившельёден. Такие приключения врезаются в память до конца жизни.
Ну вот теперь точно все. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Если вам понравилось и было полезно, обязательно поставьте лайк, напишите комментарии и поделитесь этим видео в соцсетях. Это крайне важно для его продвижения YouTube. Для желающих поддержать канал материально, в описании есть ссылка на донат. Каждый рубль вашей поддержки напрямую влияет на развитие канала и мотивирует нас создавать новый контент, делать его лучше, интереснее и полезнее. А я на этом с вами прощаюсь. Смотрите наши видео и другие полезные обзоры о путешествиях. Все лучшее и популярное отмечено в описании. До следующих видео и помните, что самое интересное впереди.